жизни все не всегда складывается так, как хочется. Но поддержка близких, оптимизм и стойкость духа способны преодолеть любые препятствия. Девочки Кендра и Малия родились 26 февраля 2002 года. Но на свет появились непростые малышки. Семья Херин пополнилась сиамскими близняшками. У девочек были общие важные органы. Толстая кишка, мочевой пузырь, печень, одна почка и пара ног на двоих. Сестры были соединены в области живота. Родители знали, какими родятся их малышки, но Эрин не прервала беременность. Они любили девочек, давали им необходимые заботу и внимание, хотя врачи не были уверены, что дети выживут. Но Эрин уже видела лица дочек на МРТ. Она была привязана к малышкам, хотела стать матерью. Женщина просто не могла избавиться от детей. Родители обожали девочек, а те росли, принося много радости маме и папе. Вот только когда малышки подходили к 4-летнему рубежу, врачи поставили Эрин и Джейка перед нелегким выбором. Разделять сестер или нет? Операция по разъединению сиамских близнецов очень опасна, может привести к гибели девочек или одной из них. С другой стороны, хирургическое вмешательство позволило бы Малии и Кендре жить самостоятельными жизнями. Кроме того, разделение увеличивало шансы на выживание, которых у сиамских близнецов во взрослом возрасте не очень много. Усложняло ситуацию и то, что у девочек была только одна почка. Врачам пришлось долго совещаться, но в итоге они решили, что орган останется у Кендры, а Малии пересадят трансплантат. Родители долго решались на сложный шаг, но в итоге осмелились на операцию. И когда девочкам исполнилось 4 года, команда опытных хирургов в составе 6 человек приступила к операции. Кендру и Малию успешно разделили, а затем они прошли курс реабилитации. Родители были счастливы, что все прошло хорошо. Ведь по статистике при таких операциях шансы на выживание хотя бы одной малышки всего 25%. Но девочкам всегда было плевать на статистику. Их случай уникален по всем параметрам. Малышки были первой парой сиамских близнецов с одной почкой, которых успешно разделили. Однако впереди их ждали долгие годы восстановления, обучения самостоятельной жизни, болезненных процедур. У каждой девочки осталась одна нога. Малии требовался диализ. Каждая малышка училась заново ходить. Но они были живы и отделены друг от друга, а это самое важное. Однако далеко не все шло так, как хотелось. Скоро Малии потребовалась новая почка. Трансплантат не прижился. Эрин, не задумываясь, отдала свой орган девочке. К сожалению, малышке через несколько лет опять понадобилась операция. На этот раз почку пожертвовал анонимный донор. Сейчас необычным сестрам по 20 лет они продолжают жить в своем родном Солт-Лейк-Сити. Девушки благодарны родителям за то, что те приняли решение разделить их. Ведь Кендра и Малия могут жить своей жизнью, быть независимыми. Малия открыла в себе склонности к графическому дизайну. Она поступила в колледж на эту специальность. Очень радуется возможности окунуться в новую жизнь, изучать то, что нравится. Родители Херин вызывают настоящее восхищение. Они не отказались от своих детей, хотя понимали, сколько сложностей ждет их семью. А девочки проявили невообразимую стойкость и тягу к жизни, никогда не теряли оптимизма, несмотря на трудности. На этом все, друзья. Делитесь этой удивительной историей, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока.